Ждем дайвинг. На часах 8:45, сказали, отправление будет в 9. И у нас будет еще один человек. Ну что, Фима, какие ваши впечатления? Пока. Пока никаких. Очень много снорклерских групп, все в жилетах, очень много китайцев, малазийцев. В смысле много китайцев? Одни китайцы. Европейских лиц очень мало. Сегодня дайвинг, скорее всего, будет не очень интересный, но все равно попробуем. Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». Мы находимся в городе Кота-Кинабалу, столице малайзийского штата Сабах на острове Борнео. О нашем маршруте по острову я уже рассказывала в предыдущем видео, а сегодня у нас в планах дайвинг, но еще немного покажу, чем можно развлечься в городе по вечерам. Информации о дайвинге в Кота-Кинабалу достаточно мало. Отзывы в интернете можно найти очень противоречивые. Кто-то пишет, что тут отлично, кто-то, что дайвинг тут не заслуживает внимания опытных дайверов. А уж на русском языке отзывов вообще раз-два и обчелся. Так как же тут обстоят дела на самом деле? Самое время узнать. Идем искать дайв-центр, чтобы записаться на дайвинг. Дайв-центров тут не очень много. Большинство из них работают как турагентства. Продают и дайвинг, и экскурсии на снорклинг, и разнообразные туры по всему острову Борнео. Мы выбрали дайв-центр по отзывам на Google Maps. Ныряют тут обычно по 3 дайва в день. В цену включен обед и все снаряжение. Цена за 3 дайва выходит 350 рингит. Для перевода в доллары можно разделить на 4,5. Основные места для дайвинга находятся рядом с городом, в морском парке Тунгту-Абдул-Рахман. В парк входят 5 островов, туда же возят на снорклинг или просто для пляжного отдыха. В самом городе купаться негде. Вроде как есть один пляж рядом с аэропортом, Танджун-Кару, но мы там не были, поэтому о его купабельности судить не берусь. Лодки на острова отправляются из порта Джессельтон Пойнт Ferry Terminal. Кстати, Джессельтон – это старое колониальное название Кота-Кинабалу в честь сэра Чарльза Джесселя, вице-президента британской компании Северного Борнео в XIX веке. Билет на острова можно купить в любой из множества касс, которые, как я поняла, представляют разные туристические компании. Тут же и точка сбора на дайвинг. Народу, как видите, достаточно много. На причал пускают строго по билетам и в спасательном жилете. Наш дайв-центр отправлял на дайвинг сразу 2 лодки. Одну с новичками и курсами, вторую с фандайверами, то есть с нами, и парой китаянок, которые делали курс Advanced Open Water. Тима у нас как самый противный клиент. Что-то недоволен, сидит, бурчит. Да. Где снаряга? Дайте снарягу посмотреть. В смысле как? Он и есть самый недовольный клиент. На первый дайв мы поехали к одному из островов парка, который называется Сапи. Ехать очень близко, минут 15, не больше. По дороге сразу обратила внимание на большое количество мусора в воде. Рядом с городом это понятно, но тут же вроде морской парк, охраняемая зона. Не очень ясно. Все дайв-сайты тут примерно похожи, ныряют вокруг островов. От верхушки рифа на глубине 5 метров идет пологий склон метров до 20. С лодки показалось, что видимость плохая, но когда мы немного погрузились, прояснилось и сразу стало повеселее. Сам риф очень красивый, кораллы живые, есть и мягкие кораллы, и интересные губки, очень много разноцветных морских лилий.
Но обратили внимание, что мало более-менее крупной рыбы. Создается впечатление, что все выловили, хотя опять же, вроде тут морской парк. Зато очень много разнообразной мелочи. Например, как эта стайка миниатюрных угрехвостых сомов. А вот это небольшая рыбка – рыба-крокодил. А это мелкое чудо – детеныш рыбы-сладкогуба. Очень много разных видов рыб-клоунов. Особенно поразил вот этот здоровый черный клоун с гусарскими усами. Выглядит очень необычно. Этакий Немо-босс или Немо-д'Артаньян. И, конечно же, огромное разнообразие различных голожаберников. Второй дайв был поглубже, порадовал красивейшими горгонариями. И рыбы тут было уже побольше. Мы даже увидели пару черноперых акул. Гид сказал, что повезло, видимо, они не каждый раз попадаются. Очень красивое место, но, к сожалению, дайв получился достаточно короткий, чуть более получаса. И тут как раз можно поговорить об одном из минусов дайвинга на Борнео. Тут ныряет огромное количество китайцев, а этих ребят трудно назвать лучшими дайверами. Поэтому всегда есть шанс попасть, как мы в Кота-Кинабалу. С нами в группе нырял китаец, тоже уровня Advance, но при этом с ужасной плавучестью. Он совершенно не умел пользоваться компенсатором плавучести, постоянно фигачил ластами по кораллам, при этом еще и пытался что-то снимать. Гид особо на это внимание не обращал и не особо пытался ему помочь, или в конце концов поддуть ему жилет сам. Естественно, с таким плаванием относительно глубокий дайв с небольшим течением оказался очень коротким. Но больше всего нас разочаровало, что гид даже не попытался продлить нам дайв, например, отправив китайца наверх с другой группой, которые как раз тоже всплывали. Короче, от нас, как от профессионалов, не зачет. Еще и поверхностный интервал перед дайвом был не более получаса. Видимо, они торопились приехать раньше на ланч. На обед нас привезли на остров Гая. На ланч можно заказать одно блюдо местной кухни, напитки оплачиваются отдельно, но можно взять воду в бутылках с лодки. Здесь есть и пляж, и свой дайв-центр, есть туалет с душем, все оборудовано для отдыха. Даже стоят вот такие палатки для глэмпинга, но не видно, чтобы они были обжитые. После обеда дают время немного расслабиться на острове. После первого дня у нас остались смешанные впечатления. Мы хотели нырять еще, но, возможно, с другим дайв-центром. Но, как оказалось, завтра суббота, и везде все уже забукано. К счастью, мы заглянули в какое-то турагентство, где, как оказалось, тоже можно понырять. Решили рискнуть. Милая малазийская девочка на ресепшн нас записала, хотя и было видно, что к ним мало людей заходят просто с улицы. Не зная, что ожидать от следующего дня, мы вернулись в отель. Отель мы бронировали на букинге, но по типу Airbnb с самостоятельным заселением. Цена немного больше 100 рингит за ночь. Вот так выглядит наш номер. Хорошее расположение. До набережной с рынком морепродуктов, ночного рынка и причала с лодками на снорклинг и дайвинг можно легко дойти пешком. На ужин мы отправились на рынок морепродуктов.
который, согласно интернету, является одной из немногочисленных достопримечательностей Кота-Кинабалу. Кроме рыбы и прочих морских гадов, тут можно найти еще очень много всего. Цены очень доступные. Тут же рядом в кафешке все выбранное для вас приготовят. That's okay. Enough fish. Okay, that's fine. Стейк из тунца нам обошелся в 18 рингит, креветки в 25, 2 шашлыка из небольших кальмаров – 20 рингит. Все очень вкусно, конечно, но становится понятнее, почему так мало рыбы на дайв-сайтах. На второй день мы поехали на остров Сипангар, тоже на 3 дайва. Оказалось, что все 3 дайва мы будем делать вокруг одного острова. Для начала нас высадили на остров подписать бумаги и подобрать снаряжение. Еще провели небольшую экскурсию по острову. Остров очень симпатичный, с чистым пляжем и местами для отдыха. Есть туалеты и души, и также небольшой магазинчик. Остров частный, тут расположен отель Мари-Мари Резорт. Бунгало вроде выглядит неплохо снаружи, но нам показалось, что постояльцев либо нет, либо их совсем немного. Как я поняла, сюда в основном возят дневные экскурсии, и они пользуются большей популярностью. Итак, дайвинг. На этот раз с группой нам повезло больше, да и гид был поприятнее. Причем у этого дайв-центра не обязательно делать 3 дайва. Можно сходить на 1 или 2 дайва, а оставшееся время провести на пляже на острове. Хоть нам и озвучили, что время дайва будет 40-45 минут, меньше 50 минут мы по факту ни разу не плавали. Видимость до 10 метров была еще хуже, чем вчера, видите сами, зато глубже вполне неплохо. Но вот сноркать тут точно вообще не интересно. Сам риф выглядит похоже, хотя попалось несколько видов более ярких мягких кораллов. Рыбы уже больше и очень-очень много макро. Вот опять наш любимый Немо Босс. Наткнулась на целую вечеринку боксерских креветок. Помните маленького крокодильчика в предыдущий день? Тут мы в первый раз увидели уже не крокодильчика, а целого крокодила. А тут в губке бочки прячется маленькая рыба-кузовок. Между первым и вторым дайвом лодка возвращается на остров. Обедали мы тоже на острове. В перерыве поглазели на си-уокинг. До этого про подобный вариант, так сказать, дайвинга я только слышала и видела рекламу в интернете. Было интересно увидеть, как это происходит в реальности. Участников надевают достаточно тяжелый шлем, куда закачивают воздух с поверхности. Воздух закачивают с повышенным давлением, поэтому шлем работает по принципу водолазного колокола. Ласты, естественно, не дают, они просто ходят по дну, отсюда и название. А ручка это тебя потом за голову поднимает вверх? Ну, видимо, да. Позвоночник. Выглядит это не сильно безопасно, если честно. А, подожди, так это вот откуда они пишут. А, точно.
Офигеть. И вот так они заходят в воду отсюда. Ага. Прямо. Вот тут уже кто-то ныряет, явно пробное погружение. А еще на острове живут козлики. Один был особенно приставучий и вечный голодный по имени Энди. Хоть и приставучий, но все равно дрессированный, знает, что на пирс ему нельзя. На третий дайв мы отправились на затонувший корабль, почти у самого берега. По дороге посмотрели, как местные сноркают. Большое оранжевое пятно жилетов на поверхности – это как раз они. На самом деле тут затопили сразу 3 река, специально для дайверов. Один, самый крупный, как нам рассказал гид, был конфискован у вьетнамских рыбаков, которые незаконно заплыли в Малайзию. Кораблики деревянные, уже начали разрушаться и зарастать красивыми кораллами. Вот тут уже нельзя было пожаловаться, что рыбы мало. Вокруг кораблей кружат огромные стаи мелких барракуд. Видимость, к сожалению, была плохая, но все равно очень красиво и интересно. Внезапно у последнего корабля просто заребило в глазах, когда на нас выплыла огромная стая детишек-каранксов. Уже на выходе, метров на 3, нашли рыб-бритв. Это забавные рыбы, которые плавают вертикально. В общем, этот день нам понравился больше. Не из-за дайвинга как такового, а из-за организации. Из вечерних развлечений в Кота-Кинабалу у нас опять была еда. На этот раз ночной рынок на Гая-стрит, еще одна достопримечательность города. Работает он только по выходным и занимает полностью достаточно большую улицу. Тут огромный выбор разнообразной еды. Есть и бургеры, и малазийская еда, и индийские лепешки. Много фруктов и разнообразных шейков. Нас просто покорил шейк из авокадо с шоколадом за 9 рингит. Есть даже палатка с отличными десертами за смешные деньги. А это живое, интересно? Я думаю, что это Мне кажется, живое. да. Пни иди. Иди попни и узнаешь, живое или нет. Нет. Позабавило, что мы встретили проверяющих. Зато не страшно за качество еды.
В общем, сам город Кота-Кинабалу нам понравился. И это единственное место из тех, где мы побывали на Борнео и могли бы остаться жить. Это у нас профессиональная деформация дайвинг-инструкторов. Все места, где мы путешествуем, мы примеряем на себя, смогли бы мы тут жить или нет. Дайвинг, возможно, тут не настолько впечатляющий, как на восточном побережье Борнео, рядом с островом Сипадан, где мы тоже побывали, и о котором я расскажу в отдельном видео. Но все равно достаточно интересный, особенно учитывая, что сюда легко добраться, и тут нет бытовых проблем с размещением и едой. Возможно, на неделю тут останавливаться не обязательно, но понырять пару дней точно будет интересно. Для тех, кто любит путешествия вне исхоженных туристических троп, однозначно рекомендую. Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Подписывайтесь и жмите на колокольчик. В следующем видео мы отправимся уже в одно из самых популярных мест для дайвинга в Юго-Восточной Азии – к острову Сипадан.